Банан за 6 миллионов. Раскрыта тайна создателя биткоина. Бонни и Клайд в криптомире. Вы на Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалютах в Рунете. И это 6-й выпуск нашей рубрики про криптоскандалы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Готовы узнать историю, которая перевернет ваше представление о мире и его ценностях? На аукционе современного искусства Sotheby's в Нью-Йорке произошло нечто невероятное. Основатель блокчейн-сети Tron приобрел банан. Да-да, банан, приклеенный к стене клейкой лентой. И какова стоимость этой необычной покупки? Внушительные 6 миллионов 200 тысяч долларов. Сколько? Сумма сделки значительно превысила предварительную оценку в 1,5 миллиона. Этот банан не просто ягода. Это произведение искусства комедиан-комик от итальянского мастера Маурицио Катилана. Работа, ставшая вирусной еще в 2019 году, высмеивает абсурдность роскоши на рынке современного искусства. А теперь, благодаря Джастину Сану, она приобрела новый, еще более эпатажный смысл. Почему же банан? Сам Сан называет его культурным феноменом, объединяющим миры искусства, мемов и криптовалют. Аукцион длился всего 5 минут. За комика боролись 7 участников, но победителем стал Сан. Он предложил самую высокую ставку – 5 миллионов 200 тысяч долларов, добавив еще миллион в виде комиссионных. At $5,200,000. Jen, the Catalan is yours. Congratulations. Thank you very much indeed. Кстати, в комплекте с бананом идут сертификат подлинности и инструкция по замене банана. Да-да, ведь плод имеет свой срок годности. Но что дальше? Джастин Сан планирует съесть этот банан. Для него это не просто объект на стене, а часть художественного опыта. Произведение вдохновляет на размышления, объединяет культуры и оставляет след в истории, пишет Сан. Сан давно известен как мастер стратегических ходов, привлекающий внимание к криптопроектам. Вскоре после приобретения комика цена мем-криптовалюты Banana Tape Wall подскочила на 120%. Иногда банан – это больше, чем банан. Так что это? Искусство, маркетинг или нечто большее? Решать вам. Неужели тайна создателя биткоина раскрыта? Документальный фильм HBO «Электронные деньги. Тайна биткоина» ошеломил мир. В центре внимания Питер Тодд, канадский криптограф, разработчик программного обеспечения и один из первых участников Bitcoin Core. Действительно ли он тот самый Сатоши Накамото? Или это всего лишь хитроумная провокация? После выхода фильма Колина Хобака Тодда стали воспринимать как создателя биткоина, человека, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото. Но что же произошло на самом деле? В фильме Хобак представляет собранные доказательства и задает Тодду провокационный вопрос. Вы и есть Сатоши Накамото? Был бы я Сатоши, я бы уничтожил все доказательства того, что я Сатоши. И соблазна не будет. Так а ты точно не Сатоши? Нет, я Сатоши Накамото. Да-да-да. Ответ Тодда звучал иронично. Да, я Сатоши. Но был ли это намек, шутка или что-то большее? Как указано в фильме и подтверждено различными источниками, Тодд часто делал шуточные заявления «Я Сатоши». Доказательство, что он Сатоши. Нет, наоборот. Нет, ты Сатоши. Только Сатоши устроил бы такое, чтобы никто не решил, что он Сатоши. Кстати, мы все Сатоши. Да, кроме меня. Я не Сатоши. Эти слова сравнивают с известной фразой «Я Спартак» из одноименного фильма, где пленные воины один за другим заявляли, что они Спартак, чтобы защитить настоящего героя. Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Я Спартак! Но обвинения в фильме обернулись для Тодда неожиданными проблемами. Разработчик заявил, что ложное утверждение угрожает его жизни. В интервью изданию Wired он сказал: «Это не просто глупо, но и опасно. Обвинения в огромных богатствах могут привести к моему похищению или ограблению». Это ограбление
Теперь тот утверждает, что ему приходится скрываться. Но режиссер фильма Хобак считает, что ситуация преувеличенная. Если тот так активно отрицает свою причастность, не значит ли это, что он что-то скрывает? Задается он вопросом. Это не первый раз, когда Питер Тодд шутит о том, что он Сатоши. В 2019 году в подкасте «What Bitcoin Did» он сказал ведущему Питеру Маккормаку: «Я Сатоши, как и все остальные». В том же подкасте Тодд поделился, что впервые купил биткоин в 2010 году, когда его цена была около 20 центов, то есть почти через 2 года после выхода оригинальной документации о биткоине. Что касается аргументов Калина Хобака, то он утверждает, что Тодд — это и есть Накамото, основываясь на одном из его сообщений в чате. Тодд написал, что является ведущим мировым экспертом по принесению своих биткоинов в жертву, и что он совершил одно такое пожертвование собственноручно. Хобак интерпретировал это как признание. Тодд лишил себя доступа к миллиону биткоинов, которые, по его версии, принадлежали Накамото, и которые сейчас стоят порядка $1 миллиарда. Таким же на самом деле является Питер Тодд, обычным криптографом, невольной жертвой слухов или ключевой фигурой создания биткоина. Ответа пока нет, но этот вопрос продолжает будоражить умы и подогревать интерес к загадке Сатоши Накамото. Помните знаменитую пару Бонни и Клайда? Так вот, в мире криптовалют есть их версия. Только вот они немного облажались. Встречайте, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Парочка, которая пыталась отмыть $45 миллиардов в биткоинах. Действие происходило в 2016 году. Эти двое решили взломать криптобиржу Bitfinex и украсть 12 тысяч биткоинов. В тот момент это было около $71 миллиона. Можете себе представить такую сумму? Нет. Итак, что делать, если у тебя есть огромное количество украденных биткоинов? Конечно, отмывать их, пока они не станут чистыми, как слеза. Именно это Хизер и Илья и начали делать. Они включили режим «Терминатор», тысячи маленьких транзакций и поддельные удостоверения личности, чтобы распределить свои биткоины по бездушным, неотслеживаемым кошелькам. После того, как Морган и Лихтенштейн распылили украденные монеты, они смешали свои средства с другими подозрительными криптоактивами на теневом рынке Альфа-Бэй, уголке интернета, известном своей незаконной деятельностью. Они даже создали фальшивые компании, чтобы их биткоины выглядели как честно заработанные. Парочка думала, что их план идеален. Пытаясь отмыть украденные монеты, злоумышленники также использовали и другие способы, включая покупку золотых монет и подарочных карт Walmart. И вот тут их план дал сбой. Эти карты стали для властей путеводной нитью, которая привела их прямо к преступникам. Когда полиция провела обыск в квартире Хизер и Ильи в феврале 2022 года, стоимость их биткоинов уже составила около $42 миллиардов. На данный момент власти успели изъять около $4 миллиардов украденных биткоинов. Это крупнейшее единовременное финансовое изъятие в истории Министерства юстиции США. Часть средств все еще в розыске. На этом все. Спасибо, что были с нами. Обязательно посмотрите на канале прошлый выпуск «Криптоскандалов», в котором мы рассказываем про скам на $10 миллионов от мистера Биста и другие невероятные истории из мира криптовалют. Знаете скандалы поинтереснее? Пишите в комментариях, и мы расскажем о них в следующих выпусках. Пока!